Сегодня не развлекательное видео, а познавательное. Мы попытались собрать всю информацию на конец апреля, которая касается коронавируса и наших собак. Это маска, да, Вера? Смотри, это маска. Видишь? Смотри, я сейчас одену вот так, и ты сейчас ее тоже оденешь. Всем доброго времени суток. И температура 36,6, как сейчас модно говорить. Вот и началась у нас новая эпоха в жизни. Жизнь с продолжающимся коронавирусом. Мы собрали в прессе и средствах массовой информации всю доступную информацию о коронавирусе. И хотим поделиться ею с вами. Хотим поделиться в разрезе того, как это обстоятельство влияет на братьев наших меньших. Я сейчас обработала лапы Дерки дезинфицирующим раствором. Конечно, это небольшое преувеличение. Мы раствором дезинфицирующим его не обрабатываем. Однако после прогулки в связи с коронавирусом мы очень хорошо и тщательно моем лапы хозяйственным мылом, обрабатываем его, вытираем. Кстати, хотелось бы задать вам вопрос, а как вы после прогулки в связи с коронавирусом обрабатываете свою собаку? Это очень важно. И как выясняется, это очень важно по одной простой причине. Еще в самом начале заболевания, вспышки пандемии, людей беспокоил один вопрос. А не передают ли животные человеку коронавирус? И вот уже сейчас середина апреля, и выясняется следующее обстоятельство, что это не животные, во всяком случае не млекопитающие передают человеку вирус, а совсем даже наоборот. То есть кого от кого нужно охранять? Это животных нужно охранять от нас, потому что мы их заражаем коронавирусом. Уже несколько свидетельств того, что во всяком случае кошки были заражены. В Нью-Йоркском зоопарке Бронкса заболело несколько тигров коронавирусом, поставлен диагноз. Предполагается, что это от посетителей. Насколько я помню, в Бельгии, по-моему, коту выставлен диагноз коронавирус. И уханьским котам, очень многим, тоже был выставлен диагноз коронавирус. Кстати, по поводу собаки, которую в Гонконге обнаружили коронавирус, и которая потом скончалась, по-моему, 16 или 18 марта, говорили, что это якобы на слизистых у нее был обнаружен этот вирус. Потом в средствах массовой информации передали, что таки да, сделали вскрытие собаки, якобы сделали вскрытие этой собаки, и якобы она умерла действительно от коронавируса. То есть, ребята, вы должны беречь себя для того, чтобы потом не заражать наших любимых собак и кошек. Потому что, как выясняется, мы их очень даже хорошо заражаем. Что касается моего личного мнения, я, конечно, не биолог, я не вирусолог, не иммунолог, но есть обыкновенная человеческая логика, которая тоже очень неплохо действует. А обыкновенная человеческая логика говорит мне о том, что достоверно не установлено, от какого именно животного нам передался этот коронавирус. Не то от летучих мышей, не то от змеи. В любом случае, если брать во внимание предположение, что это не искусственно созданный вирус китайцами либо американцами, а брать предположение то, что он передался к нам от животных, то у меня возникает ряд вопросов. Например, если он к нам передался от животных, даже не млекопитающих, а от змеи или от летучей мыши, то, стало быть, он очень легко преодолевает межвидовой барьер. Даже не между млекопитающими, а между, скажем, пресмыкающимися и человеком.
то возникает такой вот закономерный вопрос. А почему тогда он не может этот вирус преодолеть межвидовой барьер между млекопитающими, между человеком и собакой, человеком и кошкой? Очень даже легко может. Поэтому я так полагаю, что он будет еще и мутировать. Там намешано очень много в его геноме. Он взял, по-моему, 80% от генома SARS коронавируса. Потом там обнаружен белок, который потом был выявлен в геноме китайской кобры. Потом там был выявлен кусок коронавируса, которыми болеют летучие мыши. Там был выявлен кусок генома от вируса СПИДа. Вот. То есть, по большому счету, я так себе думаю, что все-таки, конечно, это искусственно созданный вирус, но он от этого не становится менее опасным. То есть, учитывая его мутации, учитывая теперешние свидетельства, что болеют кошки, собаки, мы должны беречь себя для того, чтобы беречь своих любимцев. Соответственно, обрабатывать их. Я сейчас не нагнетаю ситуацию. Я сейчас говорю о том, что действительно этот вирус нечто непонятное и неизученное, и нужно беречь наших домашних любимцев. Перехожу к этому вопросу. В том плане, что действительно после прогулки нужно их хорошо обрабатывать по возможности. Мы приходим, моем лапы с мылом обязательно хозяйственным, просушиваем. Но, честно говоря, я обрабатываю и шерстяной покров, и влажной какой-то тряпочкой. Вот. И кроме того, если я видела, что он на попу садился в каком-то месте достаточно людном и достаточно небезопасном, то я еще обрабатываю, протираю хлоргексидином. Ну, в общем-то, вот так. Конечно, советуют, что нужно мыть собаку после каждой прогулки, однако я думаю, что это нецелесообразно, это пойдет во вред только псу. К тому же, если так рассуждать, то мы можем принести этот коронавирус и у себя на ботинках, и на руках, и на гаджетах, и на всем, чем угодно. Поэтому, ну вот так вот, в условиях коронавируса, я считаю, что мы должны обратить большее внимание и более пристально ухаживать за своими питомцами. Конечно же, беречь себя, потому что без нас они беспомощны, и мы им нужны. Берегите себя и своих любимцев. И прошу вас учесть, не забывайте, что власти сегодня обрабатывают все территории какими-то непонятными химическими растворами, которые как минимум негативно влияют на подушечки лапок наших любимых собачек. После прогулки обязательно теплой водичкой с мылом мойте им ножки, чтобы не допустить раздражений и разъеданий. По поводу масок на собаках. К сожалению, обязать и заставить носить нашего Дерека медицинскую маску не представляется никакой возможности. Она ему постоянно мешает. И везде маски на собаках мы рассматриваем чисто как приколы, придуманные людьми. Мы еще видели в Николаеве, у нас собачка идет почти что в противогазе. Ну, прикольно, больше сказать нечего. Не надо насиловать наших любимых животных. И кроме того, хочу отметить, что по имеющейся информации собаки в состоянии различать больного человека коронавирусом по запаху. Вспомните фильм, когда собачка определила заболевание рака у своей хозяйки. Почему нет? Сейчас ученые и дрессировщики очень нацелены на развитие этой функции собак и использование их в определении больных людей или хотя бы носителей. Не знаю, как оно получится. Но судя по изданиям, которые освещают эту тему, уделяют очень пристальное внимание и надеются за пару месяцев прийти к этому вопросу и его решению. Друзья, мы мониторим информацию. Если появится что-то новое, интересное, мы обязательно с вами поделимся. В свою очередь, мы также ждем, что вы в комментариях будете нам писать, если что-то интересное узнаете об этом событии и о том, как себя вести с нашими младшими братьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждем вашу информацию в комментариях.